Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре танк третьего уровня, ветки Германия. Давайте ее откроем. Вот он, идет сразу после ПЗ-2 и идет веточка на Е100 тяжелые танки. Ну, естественно, отсюда у нас ответвление на арту, на СТшки и на другие тяжелые танки. Вот. Насколько это хороший аппарат, нужно ли на нем задержаться? Ну, если уж качаете ветку, скорее всего, не нужно задержаться. Ваша цель танки 10 уровня. А вот для тех, кто играет на 10, 8 и 9, иногда можно спускаться вниз и стоит выбрать себе какой-то танк для комфортной игры в песке. Да. Может ли это быть ПЗ-3Е? Не знаю. Давайте разбираться. Предлагаю уже по сложившейся традиции сначала пойти посмотреть бронирование ПЗ-3Е. Погнали. Итак, по броне ПЗ-3Е. Вот он. Легкий танк, но посмотрите, весь красный, наверное, куча брони. Давайте смотреть. НЛД у нас 30 мм, перейденки 31,7, ВЛД те же самые 30, перейденки 43, подбашенная рубка 30 мм, маска орудия у нас большая, ближе к стволу 55, по краям тоже 55, вот снизу 57, потому что она немного закругленная, вот крышка башни у нас 10 мм, можно туда закидывать. Ну и, конечно, лючок сверху 30 миллиметров. Вот, соответственно, броня есть спереди. Ну, она есть против пулеметных пушек 2 и 3 уровня, у которые будут по вам стрелять там обычными снарядами, не голдой. И как раз бронепробитие на пулеметных пушках 2, 3 уровней танков, она лежит в плоскости до, правильно говорить, до 35, соответственно, вот этой части будете отбивать, маской однозначно будете отбивать. У некоторых пулеметных пушек бронепробитие 27, меньше 30, соответственно, вы всем корпусом и даже лючком танковать будете. Боковое бронирование у нас те же самые 30 мм, может ли он танковать от борта? Конечно, может. Причем любые пушки на 2 и 3 уровне. То есть этот танк хоть и легкий, а от борта достаточно хорошо танкует, и это нужно знать. Вот. Погнали в ангар. Броня есть на этом танке. Давайте смотрите его основные модули. Здесь у нас дофига раций, двигателей, пушек. Стартуете вот на такой пушке 1 уровня. И, конечно же, желательно заходить на этот танк со 2 уровня, да, с ПЗ-2 уже со свободным опытом, чтобы максимально больше здесь прокачать. В первую очередь нас, конечно, интересует сильно эта пушка. Нужно прокачать топовую башню. А она нам дает что? Она нам дает броню. Если здесь у нас 16 спереди, 15 по краям и сзади 15, то здесь круг 30, 30, 30. 320 обзор. Здесь у нас обзор тоже 320, 44 скорость поворота. Здесь 35. Почему? Потому что больше брони. И нам это важно. Чтобы очень много играет в песке танков с пулеметными пушками. И если они будут экономить на серебре, играть на ББшках, они вас банально пробивать не будут. Поэтому топовая башня нам нужна. Ну и, конечно же, даже рассматривать вот эти пушки не будем. Вот это нам точно не нужна, и это не нужна. Нас интересует пушка 3 уровня. Вот, Л-42, где альфа 70 и 90 на фугасах. 60 бронепробития на основном снаряде, и это уже неплохо. И 96 на голде, что тоже очень неплохо. 2,5 секунды всего лишь заряжается пушка. Средний урон ДПМ почти 1700. Разброс, да, большой, некомфорт 0,48. И это вам больше всего будет мешать на этом танке при стрельбе. Реально. Проверено, уже покатал на этом танке. 2,3 секунды время сведения. По поводу рации, однозначно нужна топовая рация. Смотрите, на 3 уровне у нас дальность связи с союзниками 310, а на топовой уже 455. И это говорит о том, что эта рация позволит вам по вашему засвету передавать
позиции дислокации там врага, и они увидят на карте этих противников и смогут по ним наносить урон. Это немаловажный момент. По поводу двигателя. Здесь 320 лошадей, на топовом у нас 440. Это вам даст как минимум 15% подвижности машины. Поэтому обязательно качать топовый двигатель. Чтоб танк на месте хорошо ворочался, лучше еще. Он в принципе неплохо на месте ворочается. Скорость поворота 40. А вот на эти шасси 44. Это плюс 10%. Тоже важный момент. Топовую ходовую лучше прокачать. По поводу оборудования. Здесь, по сути, два варианта сборки. Первый вариант: однозначно ставите турбину и, например, просветленку. Второй вариант: вы ставите турбину, либо ставите вентилятор. Вот, вентилятор. Попробуйте на том, на сём покатать. Хотя здесь можно еще попробовать, может быть, усиленный привод наводки, но мне кажется, вентилятор больше даст плюсов на все параметры, нежели вот просто усиленные привод наводки. Хотя именно сведение у этого танка это самое слабое место, потому как, видите, ствол короткий и сводится пушка реально долго. По поводу снарядов. Основной у нас здесь бронебойный. Скорость полета очень маленькая, 685. Голда, подкол и тоже летит не ах как хорошо. Казалось бы, немецкий танк, немецкие пушки, но у нас короткоствольное орудие, и, к сожалению, скорость полета вот такая. Не самая лучшая. По движущимся целям достаточно тяжело будет стрелять. Это касаемо снарядов. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка. Экипаж у нас здесь большой. 5 членов экипажа у нас есть в составе. Радист. Первым перком командиру лампы, всем остальным качаете первым перком ремонт, вторым перком боевое братство. Дальше, как показано в табличке. Вот, поставили вот такое вот оборудование, просветленку. У меня, правда, экипаж пересажен с десятки немецкой СЛТшки, да. И, соответственно, я на 100%, конечно, не переобучал на этот танк. Если я для каждого обзоре буду переобучать на 100%, в итоге я получу на свои топовые танки 10 уровня задохликов, замученных младшими левелами. Для обзора сойдет, мне и так. Я все-таки хоть что-то умею там играть. Мне достаточно. А вот вам желательно переобучать, если вы только ветку качаете. Вот, давайте посмотрим по огневой мощи, быстро пробежимся, да. Минус 10 у ВН пушки, и это хорошо. Мы помним, что на топовой башне у нас достаточно есть какая-никакая броня. Вот, время сведения у меня 2.43, общий ДПМ 1600, у вас будет, вероятно, побольше, где-то 1700 с лишним, и сведение у вас будет комфортнее, чуть-чуть. У меня все это из экипажа штрафы. По ХП 425, ну такой средний показатель, ни много ни мало. По мобильности здесь у нас все хорошо. На турбине у нас 72 вперед, 22 назад, 28 лошадей на тонну удельная мощность. Все хорошо с подвижностью этого танка. По незаметности. Перк у меня еще не у всех выкачан на 100%, но при всем при этом 30% к незаметности. По обзору 328 метров. Вот у меня стоит просветленка, но у меня минус 30 штраф метров за то, что командир не переобучен, да, на 100%. У вас на такой сборке оборудования будет 358 метров. И для третьего левела это очень хороший обзор. Давайте по плюсам и минусам танка. Хорошая подвижность, плюс. По пушке хорошие УВНы. Это плюс, но есть и минусы по пушке. Это долгое сведение, плохая точность пушки, да, но хорошее пробитие как на основном снаряде, так и на голдовом вообще крутая. Пробитие крутое. Вот. По скорости полет снаряда это однозначно минус, что на основном снаряде, что на голде. По броне, как для легкого танка третьего уровня с такой подвижностью, это плюс. Броня есть, пулеметные пушки, снаряды будем отбивать. Будем реально отбивать. Даже одиночные пушки, обычные снаряды какие-то будем отбивать. Потому что броня реально есть. Она не ультимативная. Но обычные снаряды и пулеметные снаряды мы будем отбивать. И очень танк хорошо танкует от борта. Это плюс. Вот. Так что по плюсам, минусам как-то так. Обзор с нормальным обученным экипажем, здесь это тоже плюс этой машины.
Почти 360 метров, извините, это 3-й уровень. По незаметности этой машины тоже все достаточно хорошо, и это тоже плюс. Вот, уже предлагаю отправляться в бой, посмотреть, является ли ПЗ-3Е фановой машиной, на которой можно не просто в начале ветку проходить, да, и, по-моему, про нее забывать, а может быть, стоит на нее спускаться со старших уровней танков, там, с 10-х, с 9-х в песке покатать. Просто вот в песке. Предлагаю уже отправляться в бой, пощупать этот танк. Погнали. Так, попали на Энск, в одноуровневый бой, тройки. У нас обзор боем ПЗ-3Е. Вот, немецкий легкий танк 3-го уровня. Сейчас мы его опробуем, да. У нас там вон сколько. Т-29, СМУА С-35, а это бронированный. ПЗ С-35 тоже бронированный. Сейчас повоюем. Да. Валентайны всякие. Да, против этих товарищей у нас брони нет. А вот у них против нас есть. Поэтому надо крайне аккуратненько. Да, ХП уже, ребята, нету, но 800 даги дали. При всем моем уважении. Там ФЦМ остался. Бронированный, да. И около базы, да. А это где он? Вот он.
1 хп. Разброс у пушки. У нас ремка еще чистится. Базу надо забивать ее. Эх. И пушка просто, вы представляете, какой круг разброса. Это просто жесть. Блин, 12 секунд. Мы по захвату победили. Ну вот такая вот машина. Аккуратничал. Много раз, если вы видели, меня не пробивали. Именно потому, что мне многие танки противников стреляли в ЛД. И где я вам вот показывал, у меня там как-то чего-то там даже отбивалось. То есть стреляли очень много в корпус. А в корпусе у нас для пулеметных пушек даже есть, как оказалось, броня. Так, давайте смотреть итоги боя. Мы играем на голде. Настреляли, что мы там? Ну-ка. Ну, вот заняли почетное 3-е место, 3 фрага, 4-е, 3 фрага. Вот. Минус 21 тысяча. Ну, не так уж и много, в принципе. Ну, вот такой вот бой. Ну, вот такой вот бой у нас получился. Не скажу, что это прям какой-то супер фановый танчик. Это неплохой танк, но одновременно и не супер хороший. Это нормальная, хорошо сбалансированная машина. Вот, мне мешает для комфортной игры все-таки на этом танке в первую очередь это пушечка со своим долгим сведением, со своей точностью. У нас все-таки не пулемет, а одиночные выстрелы. И поэтому это, конечно, именно тот момент, который мешает комфортно играть на этой машине. Вот, вам хочу сказать, ребят, пишите в комментарии, как вам эта машина, на каком вы оборудовании катаете, да, в целом свои ощущения. Обязательно ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. А я вам хочу сказать, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.